Приветствую вас, ведьмы, колдуны, некроманты и чародейки Тамриэля. Праздник весь прошел, а черепа у меня остались. Для сбора 100 черепов мне пришлось пройти множество испытаний. Это подземелье со скелетами, кладбище с некромантами, темный зловещий якоря и даже посетить арену и там победить. Наверное, черепа для меня самый любопытный контейнер для открывания, потому что там может попасться что-то поистине дорогостоящее, интересное и прекрасное. Давайте же посмотрим, что же в этих черепках. Череп Дремора с добычей арены. Да, у меня всего лишь один череп с арены, и не потому что мне было сложно, а потому что это занимало достаточно долгое время, и мне показалось скучно быть на арене. Поэтому я ради интереса зашла, потому что, опять же, я в первый раз посещала арену. Страница стиля меч могильного плесуна. Подножны Дреморы. У меня они уже есть, но достаточно хорошая цена. Кишки. Через добычей Вороний ужас. Каждый день я выполняла делик матери ведьмы. Мы получили наплечники глимарийских вещуней, проект костяная музыкальная подвеска, все это у меня уже есть, и еще наживка насекомых. Карта, тыква. Кстати, во время празднования я купила себе старая ведьминская хижина, по-моему, так это называется, и, конечно же, я хочу ее украсить в ведьминском стиле. Там потрясающий туман. Именно за того мне захотелось купить этот дом. Заказ. Ачивка на заказ у меня выполнена, у меня есть шляпа. Но их можно ставить даже на следующий год и продать по хорошей цене, ведь в начале ивента эти заказы стоят достаточно крупную круглую сумму. Гриб, обстановка и янтарный мрамор. Ингредиент для стиля. Так. Пока что меня ничем не удивили. Это золотой череп называется. Вампирский столб. Господи, у меня этих уже фонарей вампирских. С этими столбами я скоро могу построить улицу разбитых фонарей. Заказ. Кушак суги матери. Так, у меня тоже это есть, но можно продать. И пигмент костной пыли. По-моему, в гильдбанке там уже за 100 штук лежит. Сколько же можно собачек создать? Секира могильного плесуна. Щит. И снова диаграмма обычная ловушка для охоты. У меня она уже есть. Ядовитый гриб для обстановки. Череп добычи вторжения. Уже вторжения пошли. Вторжения. Это то есть дольменов. Перчатки Дремора. Ну, знаете, ну совсем скучно. Что-то хотелось, ну, светлячков там. Красиво так летают и светится обстановка дома. Так. О, получили мы кувшин вампирский. Могильного плесуна, диаграмма обычный тесак. Снова заказ и рецепт. Не стоит мне тащить из гильдбанка ивентовские вещи, потому что теперь они у меня все есть, и мне абсолютно не интересно, что здесь выпадает. Мы получили ведьминский тотем. Ну, хоть что-то новенькое, но наверное, не настолько красиво, чтобы я сейчас кричала от этого. Карта сокровищ, кувшины и червячки. Так, череп Дремора с добычей логова. Логово. Весь инвент я проходила на территории Глинумбры
потому что я решила, что самая мрачная территория, как по мобам, потому что там некроманты, скелеты, привидения, так и по самой атмосфере, по локации, постоянно туман, болото, еще вервольфы там есть, по-моему, это самая такая хэллоуинская территория. И могу сказать, что мне немного не хватило все-таки хэллоуинской атмосферы, вот больше этих тыкв, светильников. Есть ни с чем сравнить с другими играми, где там все было украшено и более создавалась праздничная атмосфера. Но если так подумать, то в Тессу, в принципе, сами по себе мрачные локации, вот, допустим, как Глинумбра, и можно даже не украшать, но и так призрачно и мрачно. Рецепт. Карта. Господи. Я не могу даже больше взять, потому что у меня уже есть такая карта. Ладно. Прах. Сердце воина. Хорошо, ладно. Окей. Я потом тебя открою. Так. Снова карта у меня есть. Схема, которая у меня тоже уже есть. Схема вампирская бра. Так. И, знаете, я во время инвента билетики не тратила на новый стиль наряда. Я надеялась, что что-то выпадет из черепа. Пока что мне ничего не выпало. Нет, выпал кушак, но который у меня уже есть, потому что я его забрала из гильдбанка. Да, о том, что я говорю уже ранее. Вот. Билетики я тратила на черепа прошлых лет. Собирала там всякие вот эти вот фрагменты. Всякие там костяные куклы, фрагменты, вот. И знаете, тоже такая цена заманчивая, так хочется продать на аукционе. Думаю, ну ладно, соберу себе. Так. Что-то у нас, я куда-то ушла, не то череп. Так, логово. Рецепт, который я уже знаю, но он пойдет на твинка. Для того, чтобы твинку изучил рецепт, ему падали сиреневые либо золотые заказы на снабжение. Это полезно. Пока что абсолютно ничего не интересно, я даже не озвучиваю, что здесь падает. Древесные мотивы Дримора, до заказы и грибочки. Так, пошли черепа мир. В принципе, наверное, из мировых боссов я убивала только вот этих вот 3 оборотней, которые находились возле Тальмена в Глинумбре. Волков, только волк. Тыква обстановку упал для моего огорода. Шаблон труп ведьмы тоже у меня имеется. Вампирский резервуар застывшей жидкости. Если честно, это все выглядит достаточно мерзко. Не думаю, что я буду, в принципе, в каком-либо доме это размещать. Лабораторию. Вот, рубиновые светлячки упали, это клево, это здорово. Их так вроде бы так мало, такая маленькая кучечка, но они так красиво витают. Вот этому я рада. Средство для золотистого загара. Так, еще мир у меня остались. Карта. Так, череп с добычей, открытые подземелья. Или имперский город. В имперский город я не ходила на этом празднике. Поэтому просто ходила
подземелье, опять же в Глинумбре. Там какой-то скелет на троне сидел, нападал, вот я его фармила. Руна варит сувениры «Ужасный гость». Конечно же, этих сувениров достаточно много. У гильдейских торговцев в самих гильдиях лежит, они обесценены, никому не нужны. Так, снова у меня эта карта есть уже. Проект «Органианский костяной стенная музыкальная подвеска». Ничего абсолютно интересного. Заказ. Что это? Сервошина? Мне даже пришлось прочитать несколько раз. Так, карта. Тыква для огорода снова. Так. Формула вампирский лабораторный сосуд. О, даже корень нервно положили. Ну что, я так понимаю, что подземелья закончились, и черри Тремора с добычей подземелья остались. Подземелье в этот раз проходило тоже с обедами. Обед брала и шла в подземелье. Ключик получала и череп. Ну и чтобы было все интереснее. Естественно, что можно было снова фармить грибной грот для прохождения, для получения черепа с подземелья. Но я решила, что было хоть капельку интереснее. Так, рецепт. Рецепт полезен. Прах вампира. Маска. Маска испуга из плоти. Высохшее, потрепанное лицо эльфов, на котором застыло выражение крайнего ужаса. То ли трофей, то ли просто занятная вещица. Почему я эту вещь не могу себе сейчас дома поставить? Ведь интересно. Блин, посмотрите, у меня черепов-то осталось золотых. Карта уже есть. И последний золотой череп. Шаблон труп ведьмы. Ну вот, трупы, да, кишки мне наложили. Знаете, я очень надеюсь, что открою череп, и там мне попадется золотая книга «Ремесленный мотив Дреморы», 10 пигментов для собачки, и, по-моему, там что-то еще крутое клалось в этот черепок. Все самое лучшее. Но, увы, мне не повезло. Еще остались сиреневые черепа. Естественно, сиреневых черепов я тоже много уже пооткрывала. Ничего там интересно, дорогостоящее абсолютно не упало. Но тут еще вот остались после празднества черепа. Так. Не думаю, что что-то тут будет стоящее. Кустарник. О, личинки, кишки. Чертеж колодки. Снова там некие ядовитые грибы, обстановка дома. Рецепт. Абсолютно мало рецептов попадало. Как-то я надеюсь, что будет больше рецептов, чтобы продать винкам. Так, что-то интересное упало, ребят, я даже не увидела, не посмотрела. Рецепт.
Фонарь вампирский. Еще один сосуд вампирский. Так, кости животного, свежий. Увы, но как-то так. Столько черепов, но не повезло. Вот, давайте посмотрим, сколько мне всего всякого нападало. Камзол глимарийских вещуней 2 штуки. Кушак, то есть пояс, 1 штука. Слуги ведьмы матери 1 штучка. Но он у меня уже есть. Но почему что-то другое не упало? Блин, это так жалко. Лук, Медена плюс 1, 3. Мантия глимарийских вещуней 1. 3 топора плюс 1. Щит 4 штуки. Блин, щит вообще не нашел. Ну никак, даже вот венков нет этого щита, чтобы просто для красоты поставить. И наплечники глимарийских вещуней. Тоже 1 штучка. Что у нас упали? Заказы. 7 заказов, да? Нет, больше. 14 заказов с 1 распиской. 7 заказов с 2 расписками. Угу. Еще попадали сокровища, которые можно продать. Ну, я думаю, что это где-то максимум 1000 из этих сокровищ поимею. Немного грибочков мне положили. Ну, вот, наверное, самая интересная обстановка — это светлячки. Вот такие они летают, но они здорово, очень миленько смотрятся. Фонарь. Тот самый сосуд. Грибочки. Ну, в принципе, в огород сойдет. Как в ведьминскую хижину, самые топ поганки. Тотем. Лапка органянина. И еще такой тотем. Но, в принципе, все. И большой гриб, немного такой... Мне кажется, он сейчас лопнет и... Так. Диаграммы, которые у меня есть. Ну и, конечно же, очень дремор много. Есть где карты, с которых я получила очередную стиль. Вот, допустим, там глимарийских вещуней, да, кушак. Вот, рецепты немного попадали. И все. Знаете, столько было надежд на вот эти черепа, я их так держала, потому что, думаю, надо их держать для ролика. Я ходила с полной сумкой уже занятой. Терпела все неудобства. И что я получила? Я получила ролик на YouTube. Надеюсь, он вам понравился, был чем-то полезен. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, рекомендуйте своим друзьям, там, некромантам, ведьмакам, ведьмам, чародейкам и прочей нечисти. Счастливого Хэллоуина! Ну или с наступающим Рождеством! Пока!